Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу поделиться своим опытом, где и почему я решила купить семена овощей уже на этот сезон. Записала это видео по просьбам зрителей канала, но поскольку я сейчас живу в Украине, речь будет идти о местных поставщиках и продавцах семян овощей и цветов. А чтобы адаптировать свой рассказ к условиям других стран, из которых также смотрят видео мои зрители, разделю этот рассказ на несколько разделов, чтобы структурировать его. Первый раздел будет о том, где купить семена томатов, огурцов, перца. Речь пойдет о местных садовых центрах и магазинах семян. Я здесь предпочитаю магазины семян, которые расположены рядом с большим местным рынком. Во-первых, там большая проходимость, поэтому семена преимущественно свежие, не залежавшиеся, продаются довольно живо за счет большого количества покупателей, огородников. Во-вторых, в таких магазинах продавцы держат руку на пульсе, получают отзывы, по-английски фидбэки, конструктивную обратную связь по поводу того, насколько хорош тот или иной вид семян. И это будет не просто похвала или критика, а более конструктивная и широкая оценка потребителя. Я сама стараюсь поделиться такими впечатлениями от предыдущего посадочного сезона, чтобы быть полезной людям. Теперь еще один плюс покупки именно в таких магазинах. Как правило, продавцы ранних овощей реализуют продукцию именно на крупном центральном городском рынке. Семена для посева в теплицах, парниках, огородах покупают здесь же. В основном это высокоурожайные гибриды, потому что для таких продавцов важно получить наибольшую прибыль. Спросив продавца магазина о том, какие семена пользуются наибольшим спросом, вы узнаете, что именно из ассортимента семян в местном тренде. Какие томаты, огурцы, какой сладкий перец и другие овощи. И не только в тренде, замечу. Фактически вам порекомендуют семена томатов или огурцов, которые прекрасно районированы в ваших климатических условиях, то есть приспособлены к ним. Теперь дело за малым – внимательно ознакомиться с ценами, сделать анализ будущих покупок дома, составить список нужного посевного материала, а впоследствии, не затягивая дело, посетить магазин и купить то, что выбрали. Второй раздел будет о том, где купить семена томатов, огурцов и перца, но будем говорить об оптовых представителях семенных компаний. В этом разделе хочу рассказать о так называемых дилерах. Дилер – это физическое или юридическое лицо, имеющее право продавать семена определенной компании от ее имени оптом и в розницу. По факту вы имеете дело с единственным посредником в цепочке продаж, что делает вашу покупку семян более выгодной. Практически ни одна из крупных семенных компаний не продает свой товар напрямую, только через дилеров. Позвоните в компанию или в представительство компании в вашем регионе, напишите на электронную почту или в комментариях на ее странице в соцсетях, и вы практически гарантированно получите рекомендацию, где у какого дилера можно приобрести те или иные семена по привлекательной цене. Скажу больше, весьма вероятно, сам дилер вас найдет по рекомендации компании и предложит сотрудничество.
Третий раздел – покупка семян в интернет-магазинах семян. Это самый рискованный для покупателя сегмент. Почему? Потому что здесь вы столкнетесь с подделками, упакованными в красивые яркие обертки и практически не прорастающими после посева. Это потому, что все, что зависло у оптовиков, можно распродать мелким оптом или по частям через интернет. Как же перестраховаться? Я обычно стараюсь покупать у таких продавцов семена овощей профессиональной упаковки. Там может быть 50, 100, 500 и даже 1000 семян. Конечно, это много, но это количество можно использовать за 2-3 года посевов. Эти семена будут оригинальными, если упаковка не повреждена, и стоить будут дешевле, чем в маленьких упаковках, если пересчитать по стоимости одной семечки. Также проверяю, насколько обновился ассортимент. Как это сделать? Например, 1 января на сайте определенных видов, интересующих меня семян, нет. Я подожду немного, посмотрю, когда появятся новые позиции, и уже потом заказываю. Еще можно позвонить или написать в чат на сайте, чтобы лично вам сообщили, когда будут в продаже те или иные интересующие вас семена. Компании, которые ценят свою репутацию, обязательно это сделает. Теперь о ценовом анализе. Как выбрать семена на основе выгоды в стоимости? Если, например, один и тот же сорт семян томатов или огурцов продает несколько интернет-магазинов, то проанализировав цену на одинаковое количество семян, вы сразу увидите, кто дерет шкуру, а кто предложит вполне демократическую цену, кто перекупает профессиональные упаковки у других, а затем перефасовывает семена в мелкую фасовку, чтобы увеличить свою маржу. Начинайте такой анализ цен на семена именно со сравнения стоимости профессиональных, больших упаковок. Там лучше всего видно, кто у кого перекупил, ну и кто спекулирует. Можно сравнить цену и на мелкую фасовку, но здесь будет труднее сделать такой анализ, потому что, чтобы быть максимально неуязвимым к проведению такого анализа, продавцы фасуют семена очень творчески, я бы сказала. Кто по 3, по 5 семян, кто-то по 7 или по 8, некоторые по 10, а другие и по 25, и по 50. Создается впечатление, что главное не дать покупателю сориентироваться, дорого это или дешево. Поэтому математика в таких случаях – ваш лучший друг и мой. Я в такой ситуации произвожу расчет стоимости одной семечки, а уже потом определяюсь, у кого покупать. Например, приобрести дорогие гибридные семена нового гибрида томата Конго F1 с семенной компании Close на территории Украины можно. У дилеров компании Close 250 семян стоят 1452 гривны или 5 гривен 83 копейки за одну семечку. У супермаркета семян онлайн 25 семян тут стоят 181 гривну. 6 гривен 4 копейки за штуку. В интернет-магазине Добродар 25 семян стоят 306 гривен 86 копеек или 12 гривен 27 копеек за штуку, а 5 семян 76 гривен 71 копейку или целых 15 гривен за штуку. В интернет-магазине профессиональных семян на время просмотра сайта таких семян, а это новинка, к сожалению, не было, поэтому буду ориентироваться на другие новинки этой же семенной компании, представленные здесь. Например, томат Pink Crystal 5 семян стоит здесь 60 гривен и 40 копеек, то есть одна семечка 12 гривен и 10 копеек. В интернет-магазине Веснодар на время просмотра сайта тоже не было таких семян, к сожалению, поэтому тоже буду ориентироваться на другие новинки семенной компании Close. Например, томат Сара
8 семян стоит здесь 78 гривен 10 копеек. То есть одна семечка 9 гривен и 76 копеек. В интернет-магазине Огород.нет.ua 5 семян томата Конго можно приобрести за 40 гривен, то есть 8 гривен за штуку. Но не факт, что они будут инкрустированы. Несколько раз я покупала здесь дорогие семена семенной компании Клоус. Некоторые не имели инкрустации. Например, сладкий перец Springboks. Вот теперь я и сомневаюсь. А буквально вчера в магазине семян возле городского центрального рынка я приобрела 5 семян томатов Конго за 40 гривен. Фасовали непосредственно из профессиональной упаковки. Каждая семечка инкрустирована. Делайте выводы. И, наконец, об опыте. Говорят, что его не пропьешь. Шучу. По собственному опыту скажу, что покупала семена у многих интернет-компаний онлайн. Как правило, они имеют свою торговую марку, щедро рекламируют свой бренд. Но когда приходят семена, оказывается, вам их прислал некий ФЛП, физическое лицо-предприниматель. К тому же у некоторых таких продавцов ФЛП каждый раз с другой фамилией. Что печалит, потому что по факту имеешь дело с призраками, каждый раз меняющими свое лицо, а не с надежными партнерами. Далее момент проверки покупки. Сначала я проверяю срок годности. Он должен быть указан на упаковке. Так я буду знать, свежие ли семена, будут ли они хорошо прорастать. Если вы заказывали семена гибридов, то практически все они инкрустированы, покрыты тонким слоем оболочки, обогащенной регуляторами роста и фунгицидами. Инкрустация семян повышает схожесть и продуктивность. К сожалению, некоторые оптовые продавцы грешат тем, что присылают дорогие семена, которые должны быть инкрустированы, но они без инкрустации. Особенно это касается мелкой фасовки по 5 семян, по 10. Это заставляет думать, что семена овощей не из оригинальной профессиональной упаковки, а какая-то подмена. Поэтому призываю вас обращать внимание на такие случаи и делать выводы. Ответственно относитесь к выбору поставщика или продавца семян. От этого зависит ваш урожай и весь новый сезон на огороде или в теплице. Ну а у меня на сегодняшний день пока все. Надеюсь, это видео поможет вам разобраться в тонкостях покупки семян. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и прокомментировать эту важную тему. Скоро увидимся!